В этом году покер пережил буквально все. От разоблаченного сговора прямо на ВСОП до громких увольнений амбассадоров крупнейших румов и расследований ФБР, где неожиданно всплыли имена звезд NBA. И удивительно, что даже эти громкие истории — лишь малая часть того, чем жил покерный мир весь 2025. Чтобы понять, насколько бурным оказался этот год, давайте шаг за шагом вспомним самые громкие истории. Так что устраивайтесь поудобнее. Разбор начнем с хедзапа, который перевернул представление о честной игре и чуть не испортил репутацию одного из самых популярных турниров серии. Начнем мы, естественно, с крупнейшего фестиваля мировой серии покера, основной этап которой прошел с мая по июль. Накануне организаторы старались подстраховаться, добавив в свод правил несколько уточнений и даже новых пунктов. Увы, не помогло. Первый инцидент случился в середине фестиваля в знаковом турнире Millionaire Maker, суть которого в том, что благодаря огромному количеству участников, всего за $1500 все они претендуют на огромные призовые. Так, за первое место полагалась выплата в 1 200 000, за второе — в 900 000. В хедзап турнира прошли малоизвестные регуляры Джеймс Кэрролл и Джесси Ягинума. Оказалось, что у последнего нет шансов, ведь на начало решающего противостояния он отставал по числу фишек в 9 раз. Но вдруг произошло невероятное. Ягинума стал выигрывать банк за банком, быстро сравнялся, а затем вырвал победу. Казалось бы, вот она сила воли и удача, только вот заветного браслета чемпион так и не увидел. Внимательные зрители почувствовали подвох еще в ходе игры, а самые проницательные даже разгадали шифр. Оказалось, Кэрролл выдавал силу своих рук сайзингами. Четным количеством фишек он обозначал сильные руки, после чего соперник выбрасывал карты. Блефовал он нечетным числом, что позволяло Ягинуме вскрывать блеф или пушить на value. А с префлоп-монстрами Кэрролл просто шел ва-банк, максимально упрощая решение сопернику. Кажется, какой-то бред. Кто в здравом уме станет сознательно отдавать самый уважаемый трофей в покере — золотой браслет в СОП? Зачем? Правда вскрылась довольно быстро. Оказалось, что Ягинума до этого участвовал в конкурсе по поеданию мексиканских острых закусок. А конкурс этот был организован онлайн-румом Club VPT, который в свою очередь пообещал бонус в $1 миллион, если Ягинума выиграет турнир мировой серии. Очевидно, он так загорелся этой идеей, что сумел предварительно договориться с соперником о взаимовыгодном разделе бонуса. Лишать участников хедзапа призовых не стали, но так как чемпионство было нечестным, им выплатили по $1 133 000. К слову, онлайн-рум также не поскупился и отдал обещанный $1 миллион. Так что злоумышленники не остались в накладе, хотя потеряли золотой браслет и репутацию. Не переключайтесь, ведь дальше мы разберем историю самого скандального игрока в истории. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Кого вы считаете самым неприятным игроком в современном покере? Вопрос не о тех соперниках, которым банально сложно противостоять, с кем из оппонентов просто неприятно сидеть за столом, а то даже находиться в одном зале казино. До 2025 года мнения вполне могли разделиться, но в уходящем году появился абсолютный лидер в данной номинации. Уильям Касуф, имя ставшее нарицательным. Британский регуляр не появился ниоткуда. За его плечами десятилетняя карьера, хотя он совмещает покер с юриспруденцией. Но благодаря Дипрану в главном событии мейна, а он дошел аж до 33-го места, весь покерный мир имел неприятность познакомиться с ним намного ближе, чем хотелось бы каждому адекватному человеку. Издевательские слоу-роллы, споры, оскорбления, подначивания, провокации, очень долгие паузы при любых, даже очевидных решениях. Но самое ужасное — не прерывающаяся ни на минуту громкая и очень назойливая болтовня. Все эти, так сказать, таланты Касуф демонстрировал всю неделю главного события. Можно понять организаторов, которые выбрали путь дипломатии и долго не реагировали на выходки англичанина, но похоже, что именно их мягкотелость привела к тому, что тот окончательно потерял берега.
Лишь когда в топ-40 он оскорбил оппонента, а потом дилера, ему наконец вынесли предупреждение, дали бан на круг и лишили таймбанка. Последнее означало, что на решение ему отводилось по 10 секунд, если этого затребует соперник. Стоит ли говорить, что требовать запускать таймер стали абсолютно все соперники Касуфа? Но это не просто не остудило Уильяма, он стал ругаться еще сильнее, за что один из соперников по столу пригрозил отрезать ему язык. И что же в ответ сделал Касуф, который неделю сыпал проклятиями в отношениях всех и вся? Пошел жаловаться администрации. Поразительная последовательность. Санкции сработали. Оставшиеся у него 10 больших блайндов быстро испарились, и он вылетел из турнира под радостные восклики игроков и зрителей. Наверное, те же эмоции испытывал персонал казино, но сумел сдержаться от их проявления. Но особенно хладнокровно вел себя турнирный директор, которому Касуф 10 минут доказывал, что его вылет несправедлив. После этого Уильям обратился к столу. «Я запомнил ваши лица. В следующем году вам конец». Угроза стала последней каплей. К дебоширу подошла охрана, в сопровождении которой британец и покинул казино. На следующий день стало известно, что организаторы внесли игрока в черный список. Он не имеет права участвовать ни в одном турнире, связанном с брендом ВСОП. Правда, пока не ясно, распространится ли запрет на следующий год. Ведь для избежания таких ситуаций даже не нужно добавлять какие-то особые пункты в свод правил. Достаточно лишь выполнять существующие, в которых немало внимания уделено этике. Организаторам всего-то нужно было пресекать самые первые проявления неуважения. А еще лучше блокировать подобных персонажей уже на стойке регистрации. Все же такая репутация — редкость, и запрет подобным личностям играть в крупных сериях явно улучшит экологию. Впрочем, некоторым зрителям такие шоу даже нравятся, так что вопрос спорный. А как считаете вы? Как следует поступать с такими касуфами? Что решает за покерными столами? Агрессивная игра или агрессивная драка? Видео о топовых драках на турнирах по покеру уже на канале. Откройте видео в новой вкладке, чтобы не забыть его посмотреть, если еще не сделали этого. И если вы думаете, что история Касуфа — это предел абсурда, подождите. Сейчас поговорим о том, как конкуренция между покерными брендами может привести к откровенно странным решениям прямо за финальным столом. Здоровая конкуренция двигает прогресс, верно? А нездоровая? Мы привыкли, что в любом виде спорта спортсмены становятся своеобразными щитами для размещения рекламы. Покер не исключение. В каждом турнире можно заметить профессионалов с нашивками, с названиями и логотипами. Казалось бы, какая здесь может быть проблема? Оказалось, может. Адам Хендрикс добрался до финального стола главного события. После перерыва он направлялся к своему месту в полной концентрации. В конце концов, такое происходит не каждый день. А для кого-то такой момент вообще становится самым ярким в карьере. Но на пути Хендрикса встал Джек Эфель, турнирный директор и один из главных функционеров мировой серии. Он заявил, что не может допустить Адама за стол с его нашивкой. Дело в том, что Хендрикс представляет Poker Room Club VPT, принадлежащий бренду VPT, а Всемирный покерный тур считается главным конкурентом мировой серии. В итоге нашивку пришлось снять, но сам инцидент вызвал возмущение. Представьте, футбольный Реал Мадрид приезжает в Барселону, но его игроков не пускают на поле Камп Ноу, потому что на них футболки Реала, главного конкурента местной команды. Странно было бы, верно? Но Эфеля это не смутило. Как не смутили и другие нашивки участников финалки. Например, у Кенни Халаэрта было лого Poker Stars, у Лео Маргетса — Winamax, а у будущего чемпиона Майкла Мизрахи — BetMGM. Неприятный инцидент вызвал много споров. Но в целом в сообществе преобладает мнение, что администрация поступила максимально некорректно. Но конфликты между румами не единственные сюрпризы в покерном мире. В следующей истории игрок получил бан просто за то, что включил видео на своем телефоне. Еще одно странное решение, которое можно объяснить излишне усердным исполнением правил. После прошлогоднего инцидента с Джонатаном Тамайо, который в наглую изучал решение солвера со своим тренером Домиником Ницше в 3 метрах от финального стола главного события, организаторы добавили пункты, которые запрещают любые электронные девайсы со стадии 3 столов, а также использование подсказок в виде солверов и чартов. Китайский игрок Чи Фань недостаточно ответственно отнесся к предупреждению. Сбросив карты во время одной из раздач, он включил на смартфоне обучающее видео Дага Полка.
Кто-то из персонала заметил гаджет в тот момент, когда на экране был некий диапазон стартовых рук. Администрация восприняла это как использование чартов и забанила игрока на целый раунд. Не самый вопиющий случай несправедливости, но в сообществе считают, что модератор в данной ситуации перестарался. Для желающих смотреть финальную стадию главного события в прямом эфире, организатор трансляции PokerGo ввел систему платной подписки. В общем-то, рядовая политика. Только вот в цивилизованном обществе принято, что оплаченные услуги должны предоставляться без эксцессов и в полном объеме. Каково же было удивление зрителей, когда в разгар соревнований за финальным столом картинка внезапно пропала. Серверы PokerGo не выдержали количество запросов и рухнули. На восстановление ушло больше часа. За это время по трансляции накопилось тысячи гневных комментариев. Оно и понятно. Важнейший турнир в индустрии, финальный стол, решающее мгновение и такой нелепый технический прокол от опытнейшего организатора. К чести PokerGo, после восстановления трансляции они вернули деньги и предоставили бесплатный доступ всем желающим. Но осадочек, как говорится, остался. Но эта история еще цветочки. Если хотите узнать, как ошибка дилера может стоить игроку турнира мечты, смотрите дальше. По понятным причинам на время проведения ВСОП в казино Horseshoe и Paris делегируются лучшие дилеры со всего Лас-Вегаса. Однако даже это не обеспечивает на 100% безошибочные действия персонала. Одно дело, когда ошибки замечаются и исправляются, при этом не влияя на ход игры. Другое, когда ляп-крупье стоит участнику огромного количества фишек или даже вылета. Одна из участниц решила снять свое выставление all-in на видео. Ва-банк пошли семерки против десяток. Дилер снимает одну карту, берет 3 для флопа, кладет их на стол, а затем, после непонятного комментария коллеги, зачем-то двигает еще не перевернутые карты к стопке с выброшенными в аут. Его останавливают игроки, но поздно. Когда он наконец переворачивает карты, их оказывается 4, но самое ужасное, среди них семерка, дающая одному из соперников сет, по сути, переезжая десятки. Автор видео убедила дилера, что семерка должна остаться на столе. Хотя фактически нет никакой гарантии, что дилер не достал ее случайно из выброшенных в аут карт. Наконец, отвлечемся от мировой серии и перейдем к приземленным материям. Благо, скандалов хватало и на более низких уровнях. Начо Барберо – один из самых ярких профессионалов современности со своим уникальным стилем. Конечно, иметь такого харизматичного амбассадора хотели бы многие покерные проекты и онлайн-румы. Но до апреля этого года везунчиками были владельцы ACR Poker. Начо честно отрабатывал контракт, привлекая все новых пользователей. Но в феврале случился казус. На старте турниров в руме он сделал и запустил фото, на котором за открытыми столами отчетливо виден запущенный солвер GTO Wizard. Ни сам аргентинец, ни руководство рума сперва не осознали масштаба проблемы. Первый с улыбкой объяснил это невнимательностью. Он забыл закрыть солвер после тренировки с учениками. Администрация витрины и вовсе отписалась в соцсетях, мол, ох уж этот наш Начо. Ну вы же знаете, только с ним такое могло случиться. Но ничего страшного, мы же знаем, что он не со зла. Но сообщество взорвалось. И нет, не от того, что Барбера все сойдет с рук. У аргентинца крепкая репутация. Естественно, санкции за нарушение должны быть независимы от статуса нарушителя. Но в сообществе все и так понимают, что Начо – последний человек, который станет пользоваться солвером во время сессии. Тем более Патрик Леонард полностью разобрал ту самую сессию и вообще не нашел в ней солверных решений. Вопрос скорее в работе службы безопасности самого рума, которой у игроков и без того немало вопросов. Собственно, в апреле, когда сам инцидент был более-менее замят, Барбера вляпался окончательно. Он принял участие в офлайн-игре, где его соперник по столу прямо спросил, а как так вышло, что игровой клиент ACR Poker не обнаружил сервер автоматически? На что Начо со свойственным ему простодушием ответил, я думаю, они даже не пытаются это делать. Владелец сети Фил Наги был в шоке. Его амбассадор, по сути, прямым текстом заявил, что руму плевать на безопасность и защиту от мошенников. Естественно, Начо был мгновенно уволен. Зато у многочисленных хейтеров рума появился еще один мемный аргумент в спорах о том, почему в ACR играть стоит с осторожностью. GG Millions.
флагманская серия хайроллерских турниров в самой крупной онлайн-сети GG Network. Соревнования всегда проходят на топовом уровне, а чемпионы получают крупные выплаты, которые вполне могут стать трамплином на новые уровни покера. Увы, но и здесь не обошлось без скандалов, да еще и каких. В октябре победу одержал некий игрок под ником Real OA, заработав $346 тысяч. И все бы ничего, но занявший третье место регуляр Баскат вдруг нашел в Дискорде канал, в котором этот самый Real OA транслировал финальный стол. В группе было довольно много участников. Для тех, кто не в курсе, в Дискорде можно переговаривать во время стрима, и вполне очевидно, что игрок мог советоваться со зрителями. Возможно, все бы замялось, но среди участников трансляции оказался Рен Ли, китайский амбассадор GG Poker, и победитель после игры поблагодарил его за наставничество. «Любопытно», — подумал Баскат, и прямым текстом спросил у Рена, подсказывал ли он решение своему знакомому, и тот признал, что во время перерыва в живом турнире, в котором он как раз участвовал, зашел на стрим и дал пару советов в ответ на вопрос «Как бы ты поступил на моем месте?». И началось. Аккаунты Real OA и самого Ли были тут же забанены. Причем победитель уже успел вывести почти 100 тысяч, поэтому конфискованных денег не хватило для компенсации другим игрокам. Недостающую сумму добровольно внес Ли, объяснив проступок тем, что просто не осознавал, что делает что-то незаконное. Лишь после до него дошло, что по факту он занимался гостингом, одним из самых тяжких нарушений в онлайн-покере. Покаяние Рену не помогло. Сперва его вытурили из главного события в СОП Circuit, поскольку бренд в СОП принадлежит сети GG Network. А затем руководство Рума разорвало с ним партнерское соглашение. А уже через неделю случился еще один инцидент. За финальный стол в статусе чип-лидера прошел некий монгольский игрок под ником Хинару. Только вот с первой же раздачи он оказался в ситауте. И дело, как выяснилось, было не в технических неполадках. Чип-лидер был забанен. Правда, запаса стека ему хватило, чтобы досидеть до 5-го места. Но призовых он в итоге все равно не получил, так как вся сумма была конфискована. Через несколько дней администрация сети дала комментарий. Монгольский игрок получил бан за гостинг. Аналогичные санкции последовали и в отношении его сообщника. Кто это был, не разглашается. К чести GG Network, ее руководство не игнорирует и не замалчивает проблемы мошенничества. Наоборот, каждый выявленный случай афишируется, а к злоумышленникам принимаются самые жесткие санкции. Так сказать, чтобы неповадно было другим. Они так же, как в ACR Poker, могли сказать, что Рен Ли оступился, но нечаянно. Ведь это один из самых популярных игроков в Азии, главном рынке для сети. Но нет, команда GG показала принципиальность. Посмотрим, как это поможет избежать скандалов в будущем. А дальше нас ждет тема, которая волнует уже не только покеристов, но и весь мир – нейросети. В конце года на видеохостингах появился давно афишированный фильм под названием No Limit. Это многосерийный проект, посвященный мировой серии. Создатель картины – Дастин Ианотти. В каждом эпизоде он использовал длительные вырезки из интервью разных покеристов. И все шло хорошо, пока свет не увидел 6-й эпизод, главным героем которого стал Алан Китинг. Тревогу забил сам британец, сообщивший в социальных сетях, что в фильме есть его цитаты, которые он сам не произносил. То есть он кем-то озвучен. А точнее, чем-то иным, нейросетью. Сообщество загудело, ведь тема дипфейков в последние годы и без того у всех на слуху. И Ианотти признал, что использовал искусственный интеллект, но заверил, что 10-секундный отрезок с Китингом единственный во всем проекте, и что он действительно допустил ошибку, не посовещавшись с Аланом. Но было поздно. Фильм накрыла волна хейта, а непосредственный заказчик GG Network тут же удалил все серии. Они снова появятся на хостингах только после того, как каждый эпизод будет тщательно проверен на правдивость. А как вы считаете, допустимы ли такие дипфейки, если формально они не противоречат высказываниям реальной личности? И последний скандал больше похож на некий кинематографический триллер, однако это наша реальность. В течение года американское ФБР вело расследование, фигурантами которого стали очень известные в мире баскетбола личности, член зала славы NBA Чонси Биллапс, а также бывший игрок Кливленд Кавальерс Дэймон Джонс. Оказалось, что они участвовали в запутанной мошеннической схеме.
Используя свою популярность, они завлекали богатых фанатов в закрытые покерные соревнования на высоких ставках. В целом, схема пусть и не слишком этически корректная, но используется нередко. Но проблема в том, что приглашенным не предлагалось сыграть в приятной компании, чтобы испытать удачу. Они гарантированно проигрывали. Кстати, на канале уже есть видеообзор 10 действительно удачных моментов в покере, так что смотрите это видео следующим. Чтобы обеспечить их поражение, использовали самые разные средства, в том числе технически продвинутые. Кроме довольно банальных крапленых карт и специальных очков, задействовались рентген-установки. Они помещались под столы и считывали стартеры игроков, подавая сигнал обученному дилеру и наблюдающему персоналу. Последние давали информацию специальной программе, а она отправляла сигнал на шаффл-машину. Устройство тасовало карты так, чтобы создать нужную для поражения любителя последовательность. О предсказанном исходе сообщали дилеру, а тот специально системой жестов оповещал о нем сообщников из числа игроков. Сложно? Безумно! Причем крышеватость не кем-нибудь, а знаменитой итальянской мафией Коза Ностра. Именно ее вышибалы выбивали долги, если жертва отказывалась выплачивать деньги сама. Как видим, угроза технологии может проявляться в самых неожиданных ситуациях. Таков был скандальный 2025. Проверим через год, удалось ли функционерам индустрии сделать достаточные шаги, чтобы таких случаев становилось все меньше. А пока попробуйте предположить ход мыслей реальных покер-про в видео нашей новой рубрики «Call или пас». Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока!